Я очень воодушевлен, и надеюсь, вы тоже, потому что сегодня совершенно новый Toyota RAV4. И здесь важный момент. Он у нас сразу в двух форматах – подзаряжаемый гибрид и обычный гибрид. И не только это. Есть стандартная версия и GR Sport, более спортивная. Передний привод, полный привод, в общем по сути вся линейка в одном обзоре. И вот главный вопрос, как он едет и насколько он хорош, особенно в сравнении с новой Mazda CX-5. Давайте разберемся. Экстерьер, интерьер и поведение на дороге. Причем во всех версиях. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Перед нами совершенно новый RAV4. И сразу видно, передняя часть полностью переработана. Начнем с базовой версии. И, честно говоря, она уже выглядит довольно спортивно. Посмотрите на этот сотовый рисунок решетки. Сначала кажется, будто это какая-то спецверсия, но нет, теперь так выглядит обычный вариант. Фары тоже изменились, стали чуть более динамичными по форме. Этот экземпляр обычный гибрид, а рядом подзаряжаемый гибрид. Но дизайн здесь не жестко привязан к силовой установке. Все зависит от рынка. Например, в Северной Америке GR Sport доступен только как подзаряжаемый гибрид. А в Европе можно взять GR Sport и с обычным гибридом. Так что здесь всегда важно учитывать рынок. У GR Sport глянцево-черный сотовый узор внизу. И вот этот яркий красный цвет. А этот оттенок называется бронза. Хотя по ощущениям он скорее серебристый. Да, название цветов это всегда интересно. Еще один момент, черный логотип Toyota сверху. Напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. В Северной Америке, кстати, GR Sport только подзаряжаемый гибрид, зато есть версия Woodlands. Там похожая решетка, но характер другой, больше внедорожный. А GR Sport это скорее городской спортивный стиль. Длина 4 метра 60 сантиметров. Здесь без изменений. Колеса на некоторых рынках от 17 дюймов, в Европе сразу от 18, максимум 20 дюймов. И вот эти черные диски GR Sport как раз 20-дюймовые. И перед нами подзаряжаемый гибрид. Обычная зарядка до 11 кВт и, что интересно, даже быстрая зарядка доступна до 50 кВт. Батарея 23 кВт-часа, общая емкость около 20 кВт-часов, полезная. Заявленный запас хода примерно 130 км по WLTP для переднего привода. Звучит очень уверенно, это больше 80 миль. Конечно, в реальности будет меньше. Но это как раз проверим позже. У GR Sport контрастная черная крыша, но ее можно получить и в обычной версии. И вот этот глянцево-черный контур тоже здесь. К двигателям еще вернемся чуть позже. Сзади новый рисунок фонарей. Выглядит довольно технологично. Внизу еще больше глянцевого черного пластика. И здесь же шильдик GR Sport и обозначение подзаряжаемого гибрида. По багажнику сразу важный момент. В подзаряжаемом гибриде немного теряется высота. Скоро покажу подробнее. А вот здесь обычный гибрид. Тоже с глянцево-черной отделкой. Но это не базовая версия, это стайл для Европы. В Северной Америке это был бы XSE. Самый близкий вариант по смыслу. Здесь уже значок HEV. И нижняя часть выглядит иначе, если это не GR Sport. Если говорить в целом, оба варианта выглядят действительно хорошо. И, честно говоря, я пока не уверен, какой нравится больше. Надо еще немного с этим пожить. Теперь к технологиям. Здесь есть нюанс. Можно выбрать передний или полный привод. В Европе обе версии доступны и для подзаряжаемого, и для обычного гибрида. И передний привод, и полный. Но на других рынках снова свои ограничения. Важный момент, если у вас полный привод, сзади появляется дополнительный электромотор. Это касается и подзаряжаемого гибрида, и обычного. У GR Sport своя настройка, амплитуда зависимые амортизаторы спереди, другая задняя подвеска, более жесткая калибровка шасси и рулевого управления. И чуть выше общая жесткость кузова. И отсюда интересная деталь. Панорамные крыши могут быть разными. Здесь небольшой стеклянный люк, потому что логика у инженеров простая. Если вы берете GR Sport,
приоритет жесткости кузова. Поэтому здесь только компактный вариант, а в других версиях можно получить полноценную панораму. В этой машине, честно говоря, нужно проверить, но в целом такая логика. Довольно интересное решение. В основе в любом случае переднеприводная архитектура. Основной электромотор спереди. Двигатель всегда одинаковый. 2,5 литра, 4 цилиндра. И для подзаряжаемого гибрида, и для обычного. Этот подзаряжаемый гибрид с полным приводом. Кстати, здесь под кузовом дополнительные демпферы. Разгоняется до 100 км в час за 5,8 секунды. Переднеприводный вариант уже ближе к 8 секундам. И обычные гибриды примерно в том же диапазоне. Так что, конечно, это не гоночный болид, но с полным приводом у подзаряжаемого гибрида динамика уже вполне бодрая. И вот здесь как раз хорошо видно разницу. Это обычный гибрид, подойдет, если, например, нет возможности регулярно заряжать. А вот здесь подзаряжаемый гибрид с полным приводом. Более 300 лошадиных сил. И можно даже увидеть оранжевые кабели высоковольтной системы. Эта версия, скорее всего, будет особенно популярна в Европе. Во многом из-за налоговых льгот для подзаряжаемых гибридов. А обычный гибрид, вероятно, останется более востребованным, например, в США. Так что да, очень интересно сравнить их в движении. И еще один момент – сочетание GR Sport и подзаряжаемого гибрида. Помните, я говорил, в Северной Америке GR Sport доступен только как плагин, и в этом есть своя логика. В Европе больше свободы выбора. Но у GR Sport колея шире примерно на 20 мм, и вся настройка более спортивная. При этом подзаряжаемый гибрид тяжелее, примерно на 265 кг. Из-за батареи это ожидаемо. И вот здесь возникает интересная идея. Более жесткая подвеска GR Sport, по идее, должна компенсировать этот дополнительный вес, чтобы машина не раскачивалась так сильно. Получается, такая комбинация выглядит довольно логично, и Toyota по сути именно ее и рекомендует, подзаряжаемый гибрид в версии GR Sport. Но насколько это работает в реальности, вот это мы как раз и проверим. Кстати, обратите внимание, у подзаряжаемого гибрида двойное остекление спереди. И пока мы стоим здесь, на новой локации, с видом на Андалусию, да, здесь действительно очень красиво. И атмосфера тоже. А вот этот цвет, авангардная бронза, хотя, честно говоря, по ощущениям он скорее серебристый, но сам оттенок очень интересный. У GR Sport, кстати, есть эмоциональный красный, и здесь хочу добавить два личных момента. Во-первых, почему этот автомобиль вообще так важен? Это самый продаваемый автомобиль в мире в 2025 году, и уже не первый раз. А значит, один из самых популярных кроссоверов вообще. И именно поэтому все эти детали на самом деле имеют значение для очень многих людей. И для меня тоже. И второй момент. Я довольно долго общался с главным инженером этой машины. И, честно говоря, чувствуется, сколько внимания они вложили в детали. Очень много работы. И вот это японское отношение. Внимательность, уважение, аккуратность. Это действительно ощущается. У меня осталось четкое чувство, что им не все равно, что получит клиент. И еще один интересный момент. Я спросил у него: слушайте, уже сейчас кажется, что машина едет лучше прежней. В чем именно разница? И он объяснил две вещи. Первая – общая жесткость шасси. Это касается всех версий. И вторая – работа задней оси. Например, в повороте, когда машина начинает уходить наружу, внутреннее заднее колесо слегка притормаживает. И это как бы подтягивает автомобиль обратно в траекторию, поэтому раскачка ощущается меньше. И это, кстати, уже заметно. Даже Лия сказала, что почувствовала этот баланс, особенно как пассажир. Так что это важный момент. А в версии GR Sport
С более жесткой подвеской этот эффект скорее всего будет еще заметнее. Совсем скоро проверим это в движении. Для меня это был такой жест уважения к Toyota. Потому что на этой неделе можно было поехать на одно из многих других мероприятий, но я выбрал именно это. Настолько важным мне показался этот автомобиль. И в Toyota это, кстати, очень оценили. Они уделили нам много времени, внимательно слушали отзывы, спрашивали, что еще можно улучшить. И это снова показывает их подход к работе, сколько внимания к деталям и сколько по сути души они вкладывают в этот проект. Меня это действительно впечатлило. Добро пожаловать в новый интерьер. И здесь есть что сравнить, две разные комплектации. Начнем с главного. Новая мультимедиа, большой экран, но при этом физические регуляторы сохранили. Вот температура, холоднее, теплее, все удобно. А вот скорость вентилятора уже на экране, но для климата хотя бы оставили кнопки. И это очень приятно видеть. Подогрев руля через экран, подогрев сидений тоже. И да, есть вентиляция сидений. Это действительно приятно. В базовой версии, например, в Северной Америке экран меньше, около 10 дюймов. В Европе такого нет. Здесь даже средней комплектации получает большой экран, около 18 дюймов. И приборная панель тоже крупная, к ней еще вернемся. Руль, насколько я знаю, всегда кожаный. Передняя панель стала мягче, и здесь хорошо чувствуется баланс. Дизайн и функциональность. Вот блок управления, стабилизация, спортивный режим ESC, режимы движения и даже кнопка электрорежима для обычного гибрида. А теперь сиденье, и здесь есть интересный момент. Эта версия Style, в США она называлась бы XSE. Материал микрофибра очень приятный на ощупь. Мягкое, качественное, и само сиденье ощущается легким. Честно говоря, визуально это мой фаворит. И по комфорту в зоне таза, пожалуй, лучший вариант. Но есть один нюанс. Микрофибра отличная, остальная часть эко-кожа, то есть полностью веганское исполнение. И вот здесь используется перфорированная эко-кожа. И, честно говоря, я бы предпочел, чтобы центральная часть тоже была из микрофибры. Там, где спина больше всего нагревается. Думаю, это было бы логичней. И это замечание становится еще важнее, потому что здесь есть вентиляция сидений, и это само по себе уже очень хорошо. Но смотрите, здесь чувствуется прохлада, и здесь тоже. А вот по центру почти нет. Получается, охлаждаются только отдельные зоны. Не поймите неправильно, это действительно отличная опция. Но было бы логичней, если бы охлаждалась именно центральная часть. Там, где спине обычно жарче всего. И раз уж здесь нет ни микрофибры, ни охлаждения, мой аргумент, получается, становится только сильнее. Хотя, конечно, нужно учитывать контекст. Это не люксовый автомобиль за 100 тысяч евро. И сразу возникает вопрос, сколько вообще можно вложить в одно сиденье, и сам факт, что здесь есть вентиляция, это уже большой плюс. Просто было бы еще лучше, если бы добавили охлаждение и сюда. Такая деталь. По запасу над головой при росте 1,89 м места достаточно. Это версия с обычной крышей. Но, как я уже говорил, есть и небольшой люк, и полноценная панорама, оба варианта доступны. А теперь быстро посмотрим GR Sport. Итак, GR Sport, конечно, версий в целом больше. Но сегодня сосредоточимся на этих двух. Сиденья здесь выглядят очень эффектно. Красные акценты, черная микрофибра, но по ощущениям они заметно жестче. Материал натянут плотнее, и в районе таза это чувствуется. Что хорошо, здесь микрофибра есть и на спинке. Там, где в другой версии была эко-кожа. Правда, там была вентиляция, так что это компенсировалось. А здесь, например, в этой машине только подогрев. Без охлаждения, так что да. Сиденье хорошее, но если сравнивать напрямую, версия серой микрофиброй в комплектации Style или XSE в США ощущается комфортней. Особенно в нижней части.
хотя визуально этот вариант, конечно, выглядит очень стильно. А вот в GR Sport здесь установлен небольшой люк. Он открывается вручную. Это как раз тот компактный вариант, о котором я говорил. И логика у инженеров здесь такая. Для GR Sport важнее жесткость кузова, поэтому только небольшой люк. Да, аргумент интересный. Посмотрим, удастся ли позже найти версию с полноценной панорамой. Еще несколько деталей. Вот здесь передняя панель, сверху жесткий пластик, а вот это скорее дизайнерский элемент, небольшая ниша. Дальше уже мягкая отделка, и это ощущается приятно. Бардачок открывается плавно, без рывков. В этой версии другие режимы. Trail, Snow, Normal. Напомню, это подзаряжаемый гибрид. Здесь же выбор режимов движения и переключения электрорежима. Хотя, честно говоря, чаще проще ставить все в машине. Здесь беспроводная зарядка, но без охлаждения. Так что телефон может нагреваться. Альтернатива USB, но здесь только 15 Вт. Сейчас уже встречаются более мощные USB-C. Рычаг трансмиссии аккуратный и одинаковый и для обычного гибрида, и для подзаряжаемого. Подстаканники интересные, с таким внедорожным акцентом. И вставку можно снять, если нужно. Центральный подлокотник, честно говоря, мог бы быть мягче. Открывается вот так. Серьезно? Кто ездил на этой машине до меня? Ох, терпеть не могу такие вещи. Зачем люди так делают? Ну что ж, передаем привет тому, кто ездил на этой машине до нас. Теперь это увидят довольно многие. Иногда такие вещи просто нужно проговаривать. У меня, например, в машине всегда порядок. И хочется, чтобы так и оставалось. И дома тоже, и дома тоже. Илья говорит, что я аккуратный, это, кстати, высокая оценка. Потому что она сама еще более требовательна к порядку, так что да. Мы в этом плане хорошо дополняем друг друга, но вернемся к подлокотнику. Его можно открыть и в другую сторону, и, возможно, вы уже слышали, здесь есть съемная вставка. Ее можно полностью вынуть. Просто раз и убрать. Можно даже ездить без нее. Или перевернуть вот так. И тогда получается открытый лоток, такой небольшой органайзер. В теории можно устроить здесь даже мини-пикник. Но давайте договоримся без мусора. Хорошо? Здесь, кстати, установлена аудиосистема JBL, это опция 9 динамиков, и из-за этого по бокам багажника может быть чуть меньше места, небольшой компромисс. Руль в GR Sport тоже другой. Красная строчка по внутреннему ободу, перфорация по бокам. И по ощущениям держать его приятней. Чуть более спортивное чувство в руках. И что особенно радует, это касается всех версий. Здесь остались физические кнопки. Настоящие. Можно быстро отключить ассистенты, вроде удержания в полосе, слева управление громкостью. И еще один важный момент. Новые требования ES. Нажимаете сюда один раз, и сигнал превышения скорости отключается. Очень удобно. Toyota добавила это совсем недавно, и это правильное решение. Я, кстати, всегда включаю темную тему навигации. Так интерфейс выглядит чуть более сдержанно. А теперь взгляд с места водителя. Приборы стали заметно крупнее. Сюда можно вывести карту штатной навигации. Есть и проекционный дисплей. Не уверен, видно ли это на камере, но поверхность панели матовая. Сделано, чтобы не было бликов на солнце. И это работает, но есть нюанс. Изображение выглядит чуть менее четким, чем на глянцевых экранах. И похоже, этот слой быстро собирает пыль, это уже заметно. Вот так выглядит Apple CarPlay. И здесь есть интересный момент. Кабель подключается не здесь и не здесь, а вот внизу. После этого все соединяется. Можно использовать и беспроводное подключение, но я, честно говоря, чаще выбираю кабель. И что теперь особенно удобно. Карта из Apple Maps или Waze, или Google Maps через Android Auto дублируется прямо на приборной панели.
На камере может казаться, что экран мерцает, но вживую все выглядит нормально. Оливия снова смотрит «Американскую семейку». Переходим к задним сиденьям. Во всех версиях здесь наполнитель не самый мягкий, но структура приятная, и сама поверхность мягкая на ощупь, в целом ощущается комфортно. Здесь отделка чуть более податливая, и теперь другая комплектация, чтобы сравнить. Интерьер здесь кажется светлее. По запасу над головой при росте 1,89 м вообще без проблем. Спинку можно поставить вертикально, если нужен объем под груз, или откинуть назад для комфорта. Оба варианта доступны. По ногам место есть, даже для высокого взрослого. Пространство использовано грамотно. Снова два USB разъема по 15 Вт, честно говоря, могли бы быть и мощнее. Но сама посадка комфортная, очень расслабленная. Я бы, пожалуй, выбрал более вертикальное положение. Здесь 2 ступени регулировки или 3. Давайте проверим. Раз. Нет, все-таки 2. Иногда и так вполне удобно. И снова отмечу, серая микрофибра здесь чуть мягче по текстуре. Лично мне она нравится больше. А подстаканники обычные, не адаптивные. Это стоит учитывать. По качеству сборки, вот, например, можно просто приподнять задний диван. И здесь еще есть что доработать. Но по комфорту все очень достойно. А теперь багажник. У нас есть 445 литров у подзаряжаемого гибрида и 515 литров у обычного. И главный вопрос, в чем разница на практике? Смотрите, у подзаряжаемого здесь есть ступенька, вот эта зона. Под ней есть пространство, но сам пол расположен выше. И именно отсюда разница по высоте. Здесь около 77 сантиметров. Теперь обычный гибрид. Напомню, там был подзаряжаемый. Здесь примерно на 2 сантиметра больше, то есть около 79 сантиметров. И вот здесь обычный гибрид выигрывает. Плюс под полом больше места для хранения. В этом плане он практичней. В остальном по размерам. Ширина здесь примерно 1 метр. Между колесными арками заметно больше. А глубина почти метр, то есть около 40 дюймов. Теперь складываем сиденье. Кстати, эта полка, она здесь просто лежит. И ей нужно точно попадать в крепление слева и справа. Спинки можно сложить прямо отсюда, если дотянуться вот так, деление 2/3 к 1/3. Давайте посмотрим. О, это аккуратно сделано. Здесь есть накладка. И когда сиденье складывается, щель закрывается. Ничего не проваливается внутрь. Теперь измерим длину до передних сидений. Получается около 1 метра 85 сантиметров. И по сути, независимо от версии, багажник здесь очень практичный. И обратите внимание на сам проем. Форма очень удачная, загружать вещи действительно удобно. И еще один момент. В обычном гибриде пол багажника можно опустить. Просто поднимаете его и ставите ниже. Так появляется еще немного полезной высоты. Небольшая, но практичная деталь. Теперь к ценам. В Северной Америке цены указываются без налогов, и в целом автомобили там дешевле. Старт примерно от 32 тысяч долларов за обычный гибрид и около 42 тысяч за подзаряжаемый. В Европе ситуация другая. Комплектация обычно богаче, но и цены выше. Плюс сюда уже включен НДС, в Германии, например, от 44 тысяч евро за обычный гибрид и примерно от 50 тысяч евро за подзаряжаемый, если брать максимально оснащенные версии. Можно спокойно добавить еще около 10 тысяч евро. И тогда такой автомобиль, как сегодня, подзаряжаемый гибрид, полный привод, GR Sport, выходит уже за 60 тысяч евро. Но если учитывать текущие цены на рынке и курс иены, это выглядит вполне разумно. И что важно, здесь очень гибкая конфигурация. Опций как таковых немного, но вы выбираете главное. Полный привод да или нет, GR Sport да или нет, подзаряжаемый гибрид или обычный. И в итоге может получиться интересная ситуация. По прайс-листу подключаемый дороже, но с учетом налоговых льгот он может оказаться даже выгоднее. Начинаем поездку на совершенно новом Toyota RAV4. И первое, что сразу замечаешь, на малых скоростях, ну это подзаряжаемый гибрид,
Пока батарея хоть немного заряжена, едем на электричестве. И вот прямо сейчас это, пожалуй, максимально близко к полностью электрическому RAV4, насколько это вообще возможно. И посадка здесь очень высокая. Он по-прежнему дает это классическое ощущение кроссовера. Ты прямо сидишь над дорогой, обзор отличный. И вот, хорошо чувствуешь габариты, видишь капот, понимаешь, где машина заканчивается. Это всегда приятно, особенно в городе, если есть заряд. Очень тихо, и внутри, и снаружи. Вот прямо сейчас полная тишина. А теперь давайте съедем на второстепенные дороги. Посмотрим, как работает подвеска. О, да. Сразу чувствуется 20-дюймовые колеса и более жесткая настройка GR Sport. Это важно учитывать. Это должно вам нравиться. Потому что на ровной дороге все отлично. Прямо спокойно, собрано. Но вот здесь на неровностях, или я уже, да, сразу реагирует на тряску. Так что хороший тест. Мы потом проедем здесь же на стандартной подвеске и сравним напрямую. Красивый сегодня вид. На юге Испании Андалусия или Андалусия, если совсем правильно по-испански. Вон там симпатичный байк. Да, вы знаете, я люблю двухколесную технику. И вот здесь очень хорошая дорога для теста подвески, потому что тут много, неровностей. Корни под асфальтом, все как надо. И вот что сразу чувствуешь, первый важный момент. Если часто ездите по плохим дорогам, GR Sport это скорее не лучший выбор. В таком случае лучше взять стандартную подвеску. Но что приятно, обзор остается отличным. Ты по-прежнему сидишь высоко, все хорошо видно, и я легко могу представить эту машину вне асфальта. То есть да, такой сценарий все еще возможен. И еще момент. В электрическом режиме очень точно дозируется тяга. Педаль газа работает прямо аккуратно, очень линейно. Так что этот режим, действительно приятный. Интересно будет посмотреть, будут ли такие же ощущения у обычного гибрида. А теперь извилистые дороги, вверх-вниз, все как надо. Но покрытие здесь уже лучше, асфальт ровнее. И вот здесь GR Sport начинает раскрываться. Это действительно, это интересно. И чувствовать, и наблюдать. Я хорошо помню прошлое поколение. И эта машина, она дает совсем другое ощущение. Больше контроля, больше вовлеченностей. И, честно говоря, это просто удовольствие за рулем. Так что если дорога нормальная, не разбитая, эти более жесткие настройки GR Sport они прямо радуют. И вообще, очень интересно, как здесь ощущается движение. Потому что все эти повороты влево-вправо, это становится еще увлекательней. Руль очень легкий, и вот по ощущениям он как у внедорожника. Но по поведению совсем нет. GR Sport едет гораздо собраннее. А руль, да, он послушный. Им легко управлять, хотя, возможно, хотелось бы чуть больше обратной связи. Говорят, в GR Sport ее как раз больше. Так что совсем скоро сравним с обычной версией. Вау, должен сказать, эти повороты, они реально доставляют. И вот здесь чувствуешь, да, прямо этот момент, когда проезжаешь поперечные стыки, такой плоп, то есть да, машина жестче, но с другой стороны, если вам не приходится ездить по плохим дорогам и важнее именно драйв, то здесь она ощущается по-настоящему спортивной. И, честно говоря, я должен признать, это самый живой RAV4, который у нас был. Его приятно вести, он собранный, он вовлекает, и да, мне просто нравится им управлять. Это, кстати, довольно круто, и для меня это важно, потому что это самый продаваемый автомобиль в мире, и он нужен очень многим. И вот здесь важный момент. Вам не нужен дорогой спортивный кроссовер в 2-3 раза дороже, чтобы получать удовольствие от вождения. Это действительно важно, прямо важно. И мне сейчас очень интересно, как поедет обычная версия не GR Sport. Я помню прошлый подключаемый гибрид, но здесь почувствуем ли мы этот вес, потому что по факту эта версия тяжелее примерно на 265 кг по сравнению с обычным гибридом, но инженеры сместили батарею ближе к центру, чтобы это не ощущалось. И вот сейчас я, честно говоря, этого веса не чувствую. Машина кажется легкой и управляется очень приятно. В разных режимах, кстати. Вот сейчас мы все время в электрическом режиме и даже в подъем мощности хватает, прямо хватает. Для чисто электрического режима очень хороший запас, с этим можно играть. И еще можно включить спорт режим,
Сначала она все равно остается на электричестве, но если переключить вот здесь в HV, запускается двигатель, и тогда по сути работают сразу два источника тяги. И вот теперь, когда нажимаешь на газ, двигатель слышно, но он хорошо изолирован. И потом можно снова нажать кнопку и вернуться в электрорежим. Машина снова едет на электротяге. Или есть авто, третий вариант, когда машина сама решает, что сейчас лучше. Оу, ничего себе. Здесь иногда едут очень быстро, так что нужно быть внимательным или иметь хорошего штурмана рядом, который следит за дорогой. Да, но снова только электрический режим, едет очень плавно и, как я уже говорил, это сейчас максимально близко к полноценному электромобилю RAV4, если для вас это важно. Вау! И вот уже есть два вывода. Первый, на плохой дороге GR Sport, жестковат, но стоит появиться ровному асфальту, все меняется. Это прямо удовольствие и, пожалуй, это самый драйвовый RAV4, который я водил. А теперь ускорение. Подзаряжаемый гибрид, оба двигателя вместе с 60. Поехали. Ух, 120. Это было с 60 до 120 км в час. Очень хорошо. По паспорту 5,8 секунды до сотни. Это самый мощный RAV4, который у нас был. И здесь двойные стекла. Да. Я бы не сказал, что есть сильный шум ветра, но покрытие сейчас грубое. И вот от него идет заметный шум снизу. Шум качения. Надо проверить на другом асфальте. Но на высокой скорости его уже хорошо слышно. Зато здесь, на трассе, GR Sport как раз помогает. И это будет интересно сравнить с обычной подвеской. Вот, например, при перестроении машина ощущается заметно стабильней. Так что, еще раз, для хороших дорог и высоких скоростей GR Sport это отличный выбор. Особенно если вам нужна вот эта дополнительная стабильность на скорости. И да, для автобанов это как раз имеет смысл. Хотя на высокой скорости в салоне могло бы быть потише, это один момент. Интересно будет сравнить, что будет в версии без двойных стекол. Но подвеска, она дает уверенность. Да, учитывая еще 20-дюймовые колеса, здесь уже, пожалуй, максимально жесткая настройка. Дальше просто некуда. А теперь давайте вернемся в спокойный режим ауто или нормал и заодно проверим круиз-контроль. Вот кнопка, можно включить удержание в полосе. Посмотрим, как работают датчики слепых зон в зеркалах. Так. Попробуем выставить скорость чуть выше, ниже. Дорога сейчас уходит в плавный правый поворот. Далее показывает, температуру можно быстро менять кнопками. А теперь посмотрим, насколько плавно машина будет подруливать. Да, есть небольшие подруливания, но это уже заметно лучше, чем раньше. Они действительно вышли на новый уровень. По ассистентам. Посмотрим поперечный стык. Да, есть небольшие движения на руле, но в целом это большой шаг вперед. Пока все очень неплохо. Да, улучшения заметны, опять же, есть легкие покачивания влево-вправо, но прогресс очевиден. И это радует. И теперь расход. На подзаряжаемом гибриде в электрическом режиме, даже с учетом трассы, получается примерно 20-21 кВт/ч на 100 км. Это, я бы сказал, вполне реалистичный результат. Это означает, что с новым аккумулятором вы реально можете проехать около 100 км. Ну, может чуть меньше, на электричестве. И это уже очень достойный результат. То есть мы видим, растет и эффективность, и сама емкость батареи. А если батарея разряжена, она никогда не бывает полностью пустой. Всегда остается небольшой запас. Плюс, когда вы катитесь накатом, включается рекуперация и появляется небольшой электрический буст. И в таком режиме машина едет примерно так же, как обычный гибрид, который мы, кстати, сейчас и попробуем. Там можно ожидать примерно 6 литров на 100 км. И это тоже очень хороший результат. Но теперь самое интересное. Пересаживаемся. Другая версия. Уходим от GR Sport, уходим от подзаряжаемого гибрида. Теперь у нас обычный гибрид, стандартная версия. И вы заметили,
Вот эта машина, это не та, на которой мы только что ехали. Это тоже гибрид, но версия GR Sport для Европы. А мы сейчас берем обычный гибрид, но уже без GR Sport. И давайте сравним подвеску, комфорт сидений, эффективность и вообще как она едет. Лучше, хуже или примерно так же. Поехали. А теперь ускорение обычного гибрида в спорт режиме. Итак, разгон с 60 до 120 км в час. Да, здесь был небольшой уклон вниз, но разницу все равно чувствуешь. И знаете, если смотреть с немецкой точки зрения, иногда хочется чуть больше резкости. В большинстве ситуаций этого хватает. Но разницу с подзаряжаемым гибридом вы точно заметите. Особенно когда у него заряжена батарея и доступна вся мощность. Хотя нужно учитывать, если батарея разряжена, он уже не будет быстрее этой версии. Так что это важно держать в голове. И еще момент. Здесь тоже 20-дюймовые колеса, но без подвески GR Sport. И это передний привод, обычный гибрид, и это чувствуется. При перестроениях все по-прежнему хорошо. Машина стала стабильнее, чем раньше. И инженеры поработали над жесткостью кузова, но на высокой скорости GR Sport держит прямую лучше. А если ехать спокойней, просто прямо, вы, возможно, скажете: «Мне это не так важно, я бы даже выбрал что-то помягче». И вот это как раз интересно. Хочется проверить эту версию на плохой дороге. Насколько она будет комфортней. Еще про пассажиров. GR Sport меньше кренится, это плюс. Но здесь сиденье мягче, более открытое, особенно внизу, в зоне посадки. А в GR Sport они плотнее, более цепкие, но из-за этого чуть меньше комфорта в основании. И это, кстати, особенно важно для пассажиров. И еще руль. И вот что мы заметили. Как я уже говорил, все подзаряжаемые гибриды идут с двойным остеклением. И здесь снова основной шум идет снизу, от дороги, от шин. Но теперь я уже слышу и ветер. Хотя дорожный шум все равно доминирует. Это точно. А вот в подзаряжаемом на той же скорости 120 км в час ветра почти не слышно. И это стоит учитывать, если вы часто ездите по трассе. Подзаряжаемый гибрид будет тише за счет этой дополнительной изоляции. Этих акустических стекол. Здесь же ветер слышен по бокам. Но все равно самое заметное — это шум от дороги, он здесь сильнее. Хотя в целом прогресс есть. Эта модель стала лучше, и это чувствуется даже здесь, в обычной версии. Просто GR Sport добавляет еще чуть больше собранности. И на трассе шумоизоляция подзаряжаемого гибрида действительно играет роль. Если вы любите ехать активно, по магистрали GR Sport имеет смысл. А если спокойно, просто держать прямую, этой версии будет достаточно. Хотя на 120 км в час здесь все-таки шумновато. Мда. Давайте попробуем чуть медленнее. Где-то около 100 км в час. Вот здесь уже очень комфортно. И по шуму тоже. А теперь плохая дорога. Покрытие здесь прямо тяжелое. И мы едем на обычной подвеске. И да, тряска все равно есть, чувствуется. Так лучше. Да. Сразу чувствуешь буквально за пару секунд. Да. Лия сказала это первой, и это правда. На плохой дороге без GR Sport определенно комфортнее. Да. И вот это еще момент для водителя. В GR Sport накладки под колени, они были мягче. А здесь просто жесткий пластик. И колено иногда упирается прямо в эту панель. Немного жестко. В GR Sport это было приятней, если я правильно помню.
Но по подвеске, да, комфорта здесь больше, если не брать GR Sport. Так что все зависит от того, как вы ездите. Если в основном трасса, автобаны и хочется больше драйва, GR Sport имеет смысл. А если дороги хуже, и вы чаще едете спокойно, или иногда съезжаете с асфальта, тогда обычная версия будет логичней. Интересно, насколько теряется этот фан в поворотах. И вот сейчас дорога снова стала лучше. Как здесь с поворотами и с ощущениями на обычном гибриде. Еще один момент. Вот здесь немного воды, шины намокли, и если ускориться в горку, смотрите, колеса такие немного проскальзывают. А на совсем плохой дороге передний привод может начать вот так па-па-па-па-па-па подпрыгивать. И вот именно в такие моменты и нужен полный привод. Понимаете, в таких ситуациях полезно иметь поддержку сзади. Версию AWD, чтобы тяга шла не только на переднюю ось. Но как только дорога снова становится ровной, едем в подъем, и вот теперь слышен двигатель. Потому что да, в обычном гибриде в городе много электротяги, но при нагрузке на подъеме двигатель подключается. И здесь, конечно, в электрическом режиме на подключаемом гибриде ощущение чуть приятнее. Он то включается, то выключается, но в целом подача тяги ощущается более плавной и, скажем так, более благородной, пока батарея позволяет. А теперь чуть активнее. Хорошая дорога. И все равно чувствуешь, машина стала лучше, чем раньше. Она едет более собрано, чуть жестче и интересней. И ее реально приятнее вести. И это большой шаг вперед для всех версий. Даже если взять базу, вы все равно это почувствуете. И вот что интересно, я как раз говорил с инженером об этом. Смотрите, заходите в поворот, влево, и внутреннее заднее колесо чуть притормаживает. И машина как бы сама затягивается внутрь. И при этом почти нет крена наружу, и это ощущается. Это действительно помогает ехать активнее. Но при этом для пассажира это даже комфортнее, потому что меньше кренов, и это очень хорошее улучшение. Машина стала заметно живее. Но GR Sport дает еще больше. Это уже более заряженная версия. С точки зрения ощущений, больше драйва, больше вовлеченности и, скажем так, больше удовольствия за рулем. Ну вот что интересно, и об этом я еще поговорю в сравнении с Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. Раньше CX-5 всегда ехала лучше, чем RAV4. И то же самое с Tiguan. Но теперь эта разница, она почти исчезла. Потому что новый RAV4, он тоже едет очень достойно. И это реально большой шаг вперед. И если выбрать GR Sport, вы получите по-настоящему азартный кроссовер. Обычная версия уже хороша, но GR Sport это да, это прямо удовольствие. Что касается расхода. У обычного гибрида он почти такой же, как у подзаряжаемого, с разряженной батареей. Около 6 литров на 100 км. И это, да, очень сильный результат, как обычно у Toyota. А теперь к общим выводам. И к сравнению с Mazda CX-5, и к сравнению Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. CX-5 очень сильный игрок, особенно в США, вместе с Honda CR-V. А Tiguan это такой эталон в Европе по продажам. Конечно, конкурентов больше, но давайте остановимся на этих. Я уже говорил об этом во время теста. RAV4 всегда был очень рациональным, эффективный, просторный, надежный по технике. Но это не была машина про удовольствие от вождения. А теперь ситуация изменилась, и, пожалуй, это главное в этом поколении. Раньше вы бы выбрали CX-5 или Tiguan просто потому, что ими интереснее управлять.
и они все еще хороши. У них есть свои сильные стороны. Но теперь RAV4 он уже не отстает. А в версии GR Sport он даже удивляет. Да, вы немного теряете в комфорте, но получаете очень много драйва. И, честно говоря, это действительно большой скачок по сравнению с прошлым поколением. И вот что особенно интересно. GR Sport с этими амортизаторами – это самый драйвовый вариант. Да, на плохой дороге он жестче, это правда, но все зависит от ваших задач. Если у вас много плохих дорог или легкое бездорожье, лучше взять обычную версию. Выбор между подзаряжаемым гибридом и обычным – это уже вопрос цены, налогов и ваших условий. Потому что подзаряжаемый гибрид, он ощущается более технологичным и чуть более цельным в езде. Плюс долго может ехать на электричестве, и здесь очень хорошая эффективность. Например, в Германии подзаряжаемый гибрид – это логичный выбор. Даже если дороже на старте, за счет налогов он может выйти дешевле. И ощущения от езды, они немного более продвинутые. Но есть рынки, где обычный гибрид будет логичнее. Там, где нет зарядной инфраструктуры и при этом цены остались примерно на том же уровне. А где-то даже ниже. Например, из-за курса иены. И это делает RAV4 очень привлекательным. Mazda CX-5 все еще сильна, иногда даже дешевле, в зависимости от рынка. В Европе она чуть доступней. И обе машины очень просторные. Но вот интересно, в RAV4 сейчас больше физических кнопок, чем в новой CX-5. Забавно, правда? У Tiguan свои сильные стороны, он более дорогой, особенно в сопоставимых версиях. Есть DCC, и интерьер выглядит чуть более изысканно. Но вопрос, готовы ли вы за это платить? Потому что теперь вам не обязательно брать Tiguan ради удовольствия от вождения. RAV4 это тоже дает. И, честно говоря, понятно, почему это самый продаваемый автомобиль в мире. Он просто делает свою работу и делает ее надежно. И еще два момента. Во-первых, они увеличили емкость 12-вольтовой батареи. Потому что раньше, если машина стояла несколько недель, она могла разрядиться. Сейчас это дорабатывают. И, надеюсь, здесь стало лучше. И второй момент – USB-зарядка. 45 Вт спереди, только в топе. Во всех остальных 15 Вт. Тоже нюанс. Но в целом очень сильный результат. Мне действительно понравилось, как он едет. И, похоже, эта модель останется очень успешной. Ну а теперь самое время посмотреть обзоры конкурентов.